стояла в дверях своей небольшой квартиры и смотрела на нее, такую уверенную, шумную, словно весь мир ей что-то должен. За ее спиной маячил чемодан, а рядом переминался с ноги на ногу ее муж, неловко улыбаясь. «Привет, Лена», — тихо сказала я. «Ой, да ладно тебе, без этих формальностей», — отмахнулась она, «у нас поездка спонтанная, гостиницы дорогие, а ты все равно одна живешь. Потеснишься». Слово «потеснишься» больно кольнуло. Эта квартира досталась мне непросто. Я работала на 2 работах, экономила на всем, отказывала себе даже в мелочах, чтобы купить свое маленькое, но уютное пространство. Место, где я могла быть собой. «Лена, ты могла хотя бы предупредить». «Ну вот еще», — фыркнула она, — «ты же сестра. Разве трудно помочь родным?» Я молча отступила, пропуская их внутрь. В тот вечер моя жизнь словно перестала принадлежать мне. Лена сразу начала хозяйничать, открывала шкафы, перекладывала вещи, критиковала мой интерьер. «Как ты вообще так живешь? Скука смертная», — говорила она, сидя на моем диване. Ночью я не могла уснуть. Не из-за храпа, хотя он тоже был, а из-за чувства, что меня вытеснили из собственной жизни. На следующий день я ушла на работу раньше обычного. В голове крутилась одна мысль, почему я снова позволила ей так с собой обращаться. Лена всегда была такой, громкой, напористой, привыкшей брать, не спрашивая. А я, тихой, уступчивой. Но в этот раз что-то внутри меня сломалось. Или, наоборот, наконец-то проснулась. Вечером я вернулась домой и увидела хаос, мои вещи были разбросаны, на кухне, гора грязной посуды. Лена даже не подняла голову от телефона. «О, ты пришла. Слушай, завтра мы еще друзей пригласим, ладно? У тебя тут места хватает». И вот тогда я поняла, если я сейчас промолчу, это никогда не закончится. Я глубоко вдохнула. «Нет». Лена удивленно подняла глаза. «В смысле? В прямом. Вы не будете приглашать сюда никого. И, вам нужно съехать». Тишина повисла в комнате. «Ты серьезно?» Ее голос стал холодным. «Да, у вас есть 3 дня. Я помогу найти жилье, если нужно. Но это мой дом». Она вскочила. «Да ты неблагодарная. Мы же семья. Именно поэтому я дала вам время», спокойно ответила я. В ее глазах мелькнуло что-то, злость, обида, а может, впервые, уважение. 3 дня прошли напряженно. Лена почти не разговаривала со мной. Но на 4-е утро они уехали. Перед уходом она остановилась в дверях. «Знаешь, ты изменилась». Я кивнула. «Да, наконец-то». Когда дверь закрылась, я осталась одна. В квартире снова стало тихо. Я медленно прошлась по комнатам, расставляя вещи по местам. И впервые за долгое время почувствовала не вину, а спокойствие. Иногда, чтобы сохранить любовь к близким, нужно научиться защищать себя.